Всем привет, вы на канале Польза.нет, и сегодня я буду сравнивать вот эти два шуруповерта. Метабо и это Xiaomi. Все, что было у Xiaomi до этого у меня на тестах, было, мягко сказать, шлакоблоком, но иногда красивым. Чаще всего нет. Я буду вкручивать 220 на 6 миллиметров саморезы в сухое и девственное дерево. Помимо этого я, разумеется, расскажу, что в упаковке данных шуруповертов, и, разумеется, расскажу, какие есть функции, потому что, допустим, Xiaomi добавили туда эгегей всего, начиная с импульсного закручивания и заканчивая 30 градацией силы вкручивания. В общем, проще. Смотрим, оцениваем и смотрим тесты, пишем, интересно ли вам так. 958 на YouTube, с кем я не знаком, меня зовут Саня. И для вас сходу я уничтожу интригу. Выгоднее брать Метабо, он просто дешевле на Али получается во время распродаж. Проверю я обязательно все у обоих шуруповертов для вас: автономность, возможности, температуру, комплект и минусы. Не забываем подписаться с колоколом и начнем. К слову, в комплекте у Metabo Power Max BS было два съемных аккумулятора, док-станция, к сожалению, неразборная, огромный чемодан для переноски, гарантия и инструкция. Бит в наборе у меня не было. У Xiaomi, как вы заметили, был набор бит и сверла. Притом, я бы не сказал, что лучшего качества, но не самые ужасные. Для домашних дел, в принципе, хватит. Сверла в количестве 8 штук, 24 бита и магнитный держатель. Вот что закинули в комплект Xiaomi. Притом, в комплекте у Xiaomi идет, как вы заметили, блок питания обычный, правда, с китайской вилкой. Кабель питания с USB-A на USB Type-C. Да, заряжать можно от любого выхода USB, что плюс. Но минус в том, что при зарядке пользоваться по кабелю девайсом нельзя, а хотелось бы. Довольно компактный кейс, шуруповерт, документация на китайском языке и все. Упаковки у обоих девайсов приличные и приятные. У обоих есть блокировка шпинделя, люфта головки нет ни у того, ни у другого шурика, 3-миллиметровое сверло свободно держит оба. Притом регулировка крутящего момента реально работает и там, и там. На тройке уже закручивает малые саморезы, свободно дожимая. По тесту перьевыми сверлами. На 22 миллиметрах намного шустрее работал Xiaomi. Тянет он отлично. С Metabo было как бы все печально. Она эти сверла еле тянула. По саморезу в 220 миллиметров, о котором я с самого начала говорил, в дерево ничего загнать не удалось и ничем. Больше, чем на 6 сантиметров. Смотрим. Вот у нас саморез, шуруповерт. Пробуем. И... сколько у нас он не вкрутил? Получается, 17 сантиметров он не вкрутил. Ни на двойке, ни на единице. А нет, есть. По факту на сантиметр глубже Metabo загнал его, но задымился и отключился. Так, это дело я не смог закрутить. Пробую такой же. Да. По поводу работы как дрели никаких космических результатов не показывает, но с другой стороны, если вам нужно сделать дырку, в принципе, девайс справляется. Главное, как вы знаете, чтобы не было, чтобы не затянуло. То есть не глубоко, даже в сухое дерево, все зависит от сверла, это дело сможет войти. Выглядит, конечно, Xiaomi как произведение искусства, лично для меня. И, к слову, это абсолютно не реклама. За эти деньги можно купить два набора Metabo или Bosch, правда, поскромнее, чем этот. Но согласитесь, что то, что Xiaomi научились делать шуруповерты, это уже хорошо. И хочется отметить, что оба аппарата справились с 6-миллиметровым саморезом длиной 220 миллиметров в брус. И это прямо отлично. И закрутили, и выкрутили. Мощи, как говорится, хватает. Все эти цифры, это, конечно, только цифры, но проверить их надо было. В целом, и тот, и другой 12-вольтовый, вес примерно одинаковый, оба имеют режимы дрели, максимальный крутящий момент 30 ньютон-метр у Xiaomi и 34 у Metabo. Притом, по ощущениям, совсем здесь все наоборот. Xiaomi помощнее будет. Тянет Xiaomi лучше и греется намного меньше. 60 градусов, которые выдавал мне Metabo, были крайне некомфортными для работы. И все удобство ручки при длительной работе у Metabo нивелировалось диким перегревом и материалами ручки, которые значительно менее приятные, чем у Xiaomi. Понятно, нужно работать в
перчатках, но вдруг вы решите работать без них. Скорости одинаковые, до 1400 оборотов в минуту и до 370 оборотов в разных режимах. У Xiaomi есть ЖК-экран и управление через вращение. 3 режима: ручной, автоимпульсный для сверления стекла. Индикатор заряда у Xiaomi максимально топорный, красный зарядился, зеленый разряжен. Притом заряжает у меня Xiaomi за 2 часа полностью с 0 до сотки, но оставшийся заряд, повторяюсь, не узнать. Один аккумулятор Metabo с 0 до сотки заряжается за 40 минут, правда и быстрее заканчивается. У Metabo 2 скорости работы, плюс есть LED-подсветка. Принимают сверла данные устройства по металлу до 10 мм, до 22 мм по дереву. Притом и то, и другое я считаю максимально для домашнего использования. Или убьете их довольно быстро, если будете их настройки использовать. Крючок Metabo для ношения на ремне тоже довольно сомнительная приблуда, учитывая, что профинструментом это дело не назвать. При том, что когда я тестировал автономность на саморезы размером 70 на 6 мм, Xiaomi хватило на то, чтобы вкрутить 85 саморезов и выкрутить 75 с одного заряда. Притом Metabo с одного заряда смог закрутить только 60 саморезов, и на выкручивание его уже не хватило, понадобилось брать второй аккумулятор. По Xiaomi основные минусы: аккумулятор несъемный, разобрать сам шуруповерт я не стал, это сложно. Он довольно тяжелый, хотя весит так же, как Metabo. Не фонтанные биты, которые нужно будет менять однозначно. Блок зарядки с китайской вилкой. Нет индикатора зарядки батареи, не ясно, сколько осталось заряда. Нет подсветки места работы. Комплектные биты, как и сверла, печаль. Нет крепления для того, чтобы вешать на рабочий ремень. И плюс, и минус. Довольно такая сомнительная приблуда. Магнит у комплектного держателя бит по мне нулевой. Долгая зарядка и довольно высокий ценник, но не намного и дороже, чем у Metabo. Плюсы: высокая автономность, хорошая мощность, минимальный нагрев и отличный внешний вид. Много режимов крутящего момента и работы. Такой же ценник, как у Metabo. По факту, сам по себе Xiaomi продуман для меня лично лучше. Собран он даже лучше. Но, как вы уже поняли, имеет значительные для многих минусы, хотя бы тот же аккумулятор. Цена по ссылке в описании к видео для обоих устройств в районе $79. Скидки на тот или другой бывают часто. Metabo Power Max BS X2 довольно часто можно купить за 4990 рублей. Даже сейчас, по-моему, также можно. Что очень даже выгодно. Все скидки и промокоды можете найти в моем телеграм-канале по ссылке в прикрепленном комментарии. Резюмирую. Вот сейчас однозначно Xiaomi молодцы. Для дома, учитывая, что ценник плюс-минус одинаковый, однозначно Xiaomi. Да, есть свои недочеты, но по основному функционалу они реально оказались лучше, а по цене дороже на 10%, и то не всегда. Не забудьте подписаться на канал с колоколом, написать, что еще вы хотели увидеть на обзоре и согласны ли вы с моим выводом. Девайсом, да, завтра проектор. 15 сентября буду освещать для вас презентацию Xiaomi на стриме онлайн. До этого постараюсь рассказать вам на лайв-канале про Mi 5 Pro, Reno 6 и Redmi 10, которые у меня уже на руках. Скоро, соответственно, будут обзоры. Плюс один секретный Xiaomi-шный девайс. Добра и удачи вам, дорогие друзья!